Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель и цель сообщества, продолжение истории с колонией Бридж, о которой говорили фронтиры, и возможность заиметь себе улучшенные ФСД 6 размера, 4 и 3, но, конечно же, больше всего нам интересен 6, ибо Анаконда и все такое с ней связанное. В общем, обо всем подробно в дальнейшем, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, АСМИА контент. Поехали! Цель сообщества у нас происходит в системе Алькор, там же, где и была в предыдущий раз. Если у вас нет отображения значка цели сообщества, то нажмите в параметр отображения, пролистайте и найдите «Показывать цели сообщества». То же самое можно сделать и с обычной элиткой, которая не Одиссея. И в данной системе нам нужна будет станция Макдональд Сеттлмент. Летим туда. Но это у нас для тех, кто находится в пузыре. Для тех, кто находится в колонии, все это дублируется и, собственно, в одноименной системе. Колония. Так что проблем у вас не будет, даже если вы находитесь там. И сможете принять участие. Давайте-ка ознакомимся. Я буду, естественно, все зачитывать, потому что многие люди в игре не находятся в данный момент. Заходим сначала в службу космопорта, как всегда. Панель миссий, цели сообщества. И как видите, Алькор и колония. И да, друзья, обратите внимание на количество уровней в данной цели сообщества и так, как они расположены. С 1 по 5 и с 5, внимание, по 6. Ну а теперь давайте вчитываться. Brewer Corporation намеревается усовершенствовать маршрут между системами Алькор и Колония, построив несколько новых космопортов. На двух предыдущих этапах проекта Колония Бридж в 56 системах были установлены новые стационарные базы. Таким образом, путешественники, проходящие путь в 22 тысячи световых лет, получили возможность отдохнуть, дозаправиться и произвести необходимый ремонт кораблей. В пресс-релизе от Brewer Corporation приводятся следующие подробности о предстоящей кампании. Третья фаза нацелена на укрепление колонии Бридж путем постройки постоянных космопортов на ключевых точках маршрута. Они будут предлагать путешественникам широкий спектр услуг, а также станут домом для многих новых сообществ, которые, как мы полагаем, вырастут вокруг них. Мы планируем построить до 5 космопортов на пути из Алькор. Космопорты будут возведены к 27 января, а доступ к дополнительным услугам планируется открыть позднее. Мы обращаемся к пилотам с просьбой доставить керамокомпозиты, компьютерные компоненты и термальные охладители на станцию Макдональд Сеттлмент в системе Алькор. Как только мы накопим достаточно товаров, лучшие 75% вкладчиков получат полностью оборудованные двигатели ФСД с увеличенной дальностью и ускоренной зарядкой. Двигатели будут доставлены на склад в Макдональд Сеттлмент. До 5 лучших участников компания Валькор смогут предложить названия для новых космопортов. Предложения будут рассмотрены советом директоров Brewer Corporation. Каждый достигнутый уровень позволит Brewer Corporation добавить на маршрут Колония Бридж следующее. Модули в награду за участие определяются на последнем доступном этапе. Теперь давайте по уровням. Первый уровень – каркас космопорта. Второй уровень – еще один каркас для космопорта. Третий уровень – каркас космопорта и модифицированные двигатели ФСД третьего класса с рейтингом А. Четвертый уровень – опять-таки ФСД 4 класса с рейтингом А, ну и дополнительный космопорт. 5 уровень, тот же самый космопорт и уже ФСД 6 класса. Была цель сообщества, насколько вы знаете, до этого момента, до Нового года, где можно было все это получить. Многие не взяли и расстроились. У техноброкеров данные модули не появились. Фронтиры сделали заявление, что будет продолжение истории колонии Бридж. Вот она, собственно, у нас есть, и мы можем взять улучшенные ФСД для нашей Анаконды, чтобы у нее был прыжок под 90 лет. Так что, ребята, вы знаете, что делать. 6 уровень. Все дополнительно доставленные ресурсы будут учитываться в суммарном личном вкладе пилота. Уровни наград накопительные, каждый следующий уровень включает в себя вознаграждение из всех предыдущих. То есть доходите до 5, все у вас прекрасно, все хорошо, все дополнительные движки получаете.
То есть и шестой получите, и четвертый, и третий. Пятый FSD V1, повторюсь, покупается у техноброкера. Ну и дальше. Кампания начнется 6 января. Продлится 1 неделю. Чтобы получить право на награды, вы должны зарегистрироваться как активный участник перед тем, как доставлять керамокомпозиты, компьютерные компоненты и термальные охладители на станцию Макдональд Settlement в системе Алькар. Учтите, что изменения ситуации во фракции и другие дестабилизирующие действия могут отрицательно сказаться на работе рынков и стационных служб и помешать ходу компании. То касательно колонии. Если вкратце, они будут строить только лишь один космопорт. Мы планируем построить один космопорт недалеко от колонии. Космопорт будет возведен к 27 января, а доступ к дополнительным услугам планируется открыть позднее. И еще, тут по уровням все тоже по-другому. На первом уровне один корпус космопорта и модифицированные двигатели FSD 3, 4 и 6 классов с рейтингом А. То есть сразу все 3 движка вы получите, если вы это будете делать в колонии. Возим мы точно то же самое, что и в Алькаре, что и в колонии, но, мне кажется, в пузыре будет найти попроще данные товары. А вот теперь касательно поиска товара. Воспользуемся Инарой. Я не буду оставлять ссылку на данный сайт в описании под видео, потому что если вы не можете написать Инара на английском и все остальное, то, ребята, не играйте в эту игру, тут довольно будет сложно вам. Спускаемся здесь внизу и можем поставить русский язык, если вы не знали вдруг об этом. В общем, раздел «Товары». Здесь пишем систему, где мы находимся. Мы находимся сейчас в системе Алькар. Отлично проставили. Теперь выбираем керамокомпозиты. Тут все у нас по алфавиту. Ищем. Керамокомпозиты. Нажимаем поиск, и нам высвечивается. Но лучший импорт — это где продать. Нам нужен либо лучшие экспорты, либо просто экспорты. И сортируем по расстоянию. Это уже стоит по умолчанию. И тут показано, где вы можете приобрести их. Обращайте внимание на следующие параметры. Количество, которое вы можете приобрести. Цена покупки нас здесь не интересует, она будет прыгать и варьироваться, но ничего страшного не будет. И время обновления. Это очень важно. Допустим, то, что было обновлено 4 дня назад, не факт то, что сейчас есть по той же цене и в том же количестве. И когда полетите уже в определенное место, которое вы выбрали, обращайте внимание на расстояние от системы, где вы находитесь, и расстояние от звезды, в которой вы прилетаете. Такой момент. Будут ли данные FSD продаваться у техноброкеров, как это было, скажем, с FSD V1 5 размера? Я не знаю, я не разработчик. Но остальные все модули, будь то модифицированное оружие стражей, сканеры поверхности и прочее, также выдавали за цель сообщества, а потом появлялись у техноброкеров. Но это уже вторая CS-ка, где в награду идут те же самые модули, что и в той. Будут ли еще такие цели сообщества? Скорее всего, да. И вот только, наверное, после этого появится это все дело у техноброкеров. Когда вы все это привозите, просто-напросто заходите на потребительский рынок и все это дело продаете. Но только лишь после того, как вы зарегистрируетесь. Не забывайте это сделать, потому что это очень важно, иначе не будет засчитываться. Так что сделайте это заранее, сразу как прилетите. И только после этого продавайте. И возможно, то, что у вас не сразу будет идти отображение количества, которое вы завезли. Но нет. На удивление, сейчас сразу. Иногда просто нужно сделать релог. Но, видимо, поправили. Что удивительно. Следующий важный момент. Как понять, сколько нужно завести, чтобы попасть в лучшие 75, лучшие 50, лучшие 20 и так далее. Во-первых, это все, друзья, у нас, как вы знаете, происходит динамически. В зависимости от того, сколько люди завезли. Пользуемся, опять-таки, Инарой. Заходим в раздел «Рейтинги». И здесь будут цели сообщества. И вот, допустим, что у нас происходит в Алькаре. То есть топ-75 от 729 до 1500. Ну и так далее. Надеюсь, разберетесь.
Естественно, через день, через два, через три, через пять и под конец цели сообщества цифры уже будут другие. Все те люди, что были недовольны, то, что это давали только за CS-очку, и все это уже никак не получить, и у техноброкеров не появляется, вот, ребята, ваш шанс. А в том плане, как это будет дальше после цели сообщества в плане техноброкеров, я уже говорил. Удачи вам! Важный момент. Использовать флотоносец в данной цели сообщества, по крайней мере на данном этапе, нет никакого смысла, потому что все находится близко, на расстоянии одного прыжка торгового катера даже в груженном виде, но это при условии того, что он с инженерами. Если вы будете торговать через флотоносец, вы будете тратить время, чтобы долететь от точки, где вы закупаетесь, до самого флотоносца и оттуда обратно. Учитывайте это. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно или Dangerous, который для вас отснял. Там уже примерно под 600 видосов и 22 плейлиста еще на различные темы в описании. Плюс будут и ссылочки на социальные сети, включая Discord, где уже больше 3000 человек находится. И многие там с элитки, но и по другим играм с данного канала и не только там тоже есть. С вами был Кисель, дорогие друзья, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну то есть сегодня, потому что вы это видео увидите, когда уже будет стрим по данной цели сообщества.